Ребят, всем здравствуйте! В данном видео я хочу вам рассказать о том, какое значение и влияние на орхидею имеют цветоносы. Не просто вот эти цветоносы, которые остаются там по моменту того, что она отцвела, а вновь, которые орхидея решила здесь и сейчас наращивать. Я вам хочу представить все вот эти орхидеи, которые, опять же, мне достались в наследство. Должны были пойти на продажу, но по каким-то своим различным причинам они остались у меня. Давайте поближе посмотрим, что с ними не так. Вот они все красотки, не вмещаются даже в кадр. И на данное видео у меня споткнула именно вот эта орхидея. Она с последнего прихода, который был к 8 марта. Так, это сорт Феникс. Посмотрите, это вот мой наследник. Полная, абсолютно полная корневая гниль. Все, листик съела, листик сам убрался. Видите, нет единого корня вообще. И, соответственно, такую орхидейку я продать не могу. Но цветонос я ей оставила. Конечно, теперь уже понаблюдав за ними большое количество времени, именно когда у орхидеи вот такая ситуация, я никогда не буду оставлять орхидеям именно цветоносы. Посмотрите, полная гниль. Так, ну вот этот лист еще держится, но тем не менее он начинает вот так вот морщиниться. Вот этот листик, конечно, сильно сморщинился. Здесь вот лист она пытается даже вот внутри листик пытается новый нарастить. И, конечно же, идет рост корневой системы. И орхидея собирается цвести. Но, ребят, есть такое у орхидеи. Кто-то бы вот тоже, допустим, новичок столкнулся с такой ситуацией, да, посмотрел бы, ой, все, у меня здесь цветоносик, у меня здесь. Но это нет, это не детка, это цветонос. Была бы детка, еще бы разговор был другой. Но я бы, наверное, тоже его обрезала, потому что орхидея в первую очередь, что силы тратит на детку, что также на цветоноса. И новичок бы подумал, что ой, все хорошо, нормально, ну ладно, корней нет, вот новые корни нарастут, и она же будет у меня цвести, будет все замечательно. Ребят, в первую очередь знайте о том, что орхидея цветет не потому, что она так хочет, а вопреки. Лишь только потому, что это им дано природой. В природе, конечно, не будет никаких ни Лен, ни Маш, ни Марин, абсолютно никого, там уже естественный отбор. Но если есть у нас такой шанс и у орхидей, да, почему бы нет, и сохранить орхидейки жизнь, если тем более есть опыт и знания. Орхидейки в природе, вот когда погибает не сегодня, завтра, они начинают цвести, потому что они стараются дать продолжение своему роду. Вот этот вот цветочек, который распускается, может быть такая вероятность, что к ней подлетит насекомое и опылит ее, сформируется коробочка и будут семена. От этих семян появятся деточки. Вот для этого в природе орхидеи в последний момент начинают цвести, а не потому, что у них все хорошо. Так, давайте я вам на примере вот этой вот орхидеи покажу. Нужно было изначально, конечно, показывать. Ну ладно, что ж теперь. Изначально пришла тоже вот в таком же вообще в полном гнилом состоянии. Нет ни единого корня. И вот так вот она у меня должна будет цвести. Но, ребят, был цветоносик, вот он был даже, она была цветущая, красивая, все. Ладно, я и цветонос оставила тоже по принципу такому же. И смотрю, она даже прям сразу из двух почек начала давать цветоноса. После того, как я ее убрала цветением. Вот также, видите, тоже кто-то меня спрашивал про листы, насчет того, что они трескаются. Ничего страшного. Эти листья трескаются, и все нормально с ними, с орхидеями. Главное, что ничего не желтеет, ничего не портится. Все, два цветоноса гонит. Я понимаю, что орхидея без корней.
И цвести ей нельзя давать. Я их отрезала. Не помню, сколько было почек, может там почек 5-6. И она, ребят, каждую почку постаралась задействовать. Я ей эту отрежу почку, она в другом месте выдает цветонос. Я это отрежу цветонос, она в другом месте выдает цветонос. И вот такая вот катавась. И в итоге я психанула. Вот так вот ей этот цветонос отрезал. Все, думаю, красавица, сиди и наращивай корни. Когда вот ты у меня будешь красивая, стройная, стоячая, с листьями упругими, тогда я тебе разрешаю цвести. И, ребят, только после этого, когда я убрала цветонос, орхидея переключилась и начала наращивать корни. Запомните, в особенности новички, в первую очередь вы должны заботиться о самом растении. Цветение – это дело наживное. Как только она сейчас адаптируется, как только она сейчас разрастется, восстановится, и тогда она будет цвести обязательно. Никуда она не денется. Вот, в общем, сейчас даже все равно по прошествии времени видно, что листики у нее подокрепли, и ей стало намного лучше. Так, точно такая же ситуация произошла и вот с этой орхидеей. Тоже полная корневая гниль, опять же, ага, сорт Феникс, один и тот же сорт, полная корневая гниль, все здесь ни единого корня нету нового. И тоже цвел красавец, ой, цвел красиво. Но я здесь сразу ей обрубила цветонос, ничего оставлять не стала. Видите вот такую вот картину. Как только вы избавляете ее от цветоносов, орхидея переключается на корешочки. Видите? На личном своем примере я вам, ребят, показываю, что не нужно их ни в коем случае мучить. Пожалеете вы в конце-то концов само растение. Вот такая у меня есть еще одна орхидея, которая мне досталась в наследство того, что у нее подгнила шея. Она была цветущая, цветоносик я и полностью убрала, срезала, потому что там была гниль. Ребят, как только я избавилась тоже от цветоноса, избавилась от гнили, видите, и корни разрастаются. И вот тут они растут. Но здесь, конечно, картина с ее старой корневой системой намного лучше. Вот так это все выглядит в данный момент прекрасно. Даже можно будет ее и уже пересаживать. Но сейчас я решу проблему с окнами. У меня нехватка окон. В ближайшее время запишу для вас красоту, которую мы здесь сообразили вместе с мужем. Так, и давайте вот покажу такую одну мою орхидею, у которых было множество спорных вопросов, для чего я орхидею с гнилостными корнями, с гнилой корневой системой усадила именно в закрытую систему. Так, получается, что эта орхидея, она тоже пришла ко мне с гнилой корневой. У нее, что единственное, тоже было примечательно, сам ствол вот этот вот, сама шея, сама орхидея, она вот прям болталась в заводском горшке. Ладно, я ее пересадила сюда в закрытую систему. По прошествию времени она вот прям, смотрите, сквозь лист прорвала лист и выгнала цветонос. У нее даже начали формироваться бутоны. Но этой орхидеи, я вот ее смотрю, и она мне очень нравится. Я не хочу ее ни в коем случае потерять. Конечно, любую орхидейку жалко, но вот бывает у меня такое, что вот до победного тоже дотяну, формируются бутоны, и сижу, думаю, дам цвести, не дам, дам, не дам, дам, не дам. Но в итоге, конечно, разум побеждает, и я отказываюсь от идеи цветения, потому что в первую очередь, как я ранее сказала, спасаем только лишь само растение. И вот отрезала ей вот так вот цветоносик полностью, все удалили, избавились, и орхидейка переключилась на рост корневой системы. Вот видите, новый у нее корешочек. Так, вот здесь вот тоже у нее вовнутрь туда ушел корень. Вот видим хороший активный корень. Все, процесс пошел. Есть, конечно, часть гнилостных корней, но ничего, орхидея далее приспосабливается и живет. И если бы, ребят, я эту орхидею изначально пустила в цвет, она бы не справилась. Потому что, видите, даже по сей день она не может восстановить тургор нескольких листьев. От этих двух листьев я избавилась, потому что они, конечно, стараются и в первую очередь восстановить сам тургор, чтобы ей орхидейке было полегче справляться.
Я ей эти 2 листа удалила. И она вот решила нарастить еще здесь один новый лист. И имея небольшую корневую систему при огромном количестве корней, лучше всего приоритет отдавать именно корням. Избавиться от этих листьев, чтобы сила она на них не тратила. Срезаем, и все, и тогда орхидея быстрее наращивает корни и быстрее сама по себе восстанавливается. И хочу вам показать, ну, будет маленечко не в тему, но тем не менее, как бы смысл-то один и тот же. Это, ребята, орхидея сорта Сицилия. Видите, мой наследник по причине того, что полностью сгнила шея. Так, сейчас посмотрим. 11 февраля она у меня здесь стоит. 3 месяца прошло. И, ребят, вот она. Красота, которую мы все ждем от таких орхидей. Это наросла у нее деточка. Ну, дай бог, дай бог. А что я вам хочу сказать? Видите, я ей оставила цветонос. Но я его оставила здесь не для того, чтобы она мне цвела, а для того, чтобы давала деток. И если вдруг случится так, что, допустим, в каких-то этих почках орхидея будет наращивать цветоносы, я их удалю однозначно. А если она начнет наращивать деток, конечно, деточек я оставлю. Такие орхидеи, ну, они могут и цвести, они могут и деток давать. Здесь уж как она сама по себе решит, так оно и будет. Опять же, такой орхидеи ни в коем случае нельзя давать цвести, у кого нарушена точка роста, либо есть пенечек без листьев, но с цветоносом. Вот есть у меня одна моя покупательница, зрительница Ирина, которая все тоже орхидею сорта Чармер жалела и давала именно такому растению цвести. Дождаться детки никак не могла. Я ей сказала: срезай, все убирай, цветоносы, избавляйся от цветения. После этого орхидея начала давать детки, потому что ей деваться некуда. И она и цвести не может, но корни может наращивать. И все. И на этом все. И когда у них происходит этот конец, грубо говоря, они начинают давать деток. Ну что ж, ребят, давайте приступим к данной орхидее. Что же я в итоге хочу показать с данной орхидеей. Обработана секатором. Обязательно обрабатываем, потому что им и корни стригу, и пни, и гнили, и все на свете. Так, ну вот она, последняя почка, вот прям по ней, по последней почке, вот так отстригаем. Вот это все, что здесь хотело быть и появиться, нам оно не нужно. И под рукой нету у меня перекиси водорода для того, чтобы прикрыть место среза. Я тоже вот так вот аккуратно спиртом, чтобы не затронуть корешочки, это место прижигаю, чтобы ничего сюда не попало. Все. Теперь орхидея у нас освобождена. Теперь все ее внимание будет только лишь на наращивание корневой системы. И теперь она гораздо быстрее уже пойдет в рост. Вот такие цветоносы я не оставляю. Можно было бы, конечно, оставить, где-то там их еще наращивать, детки, не детки, но у меня не получается. Вот прям скажу честно, не получается. Они, эти цветоносики, постоянно гниют. Я знаю, да, есть люди, которые выращивают и деток, и размножают, и все на свете. Но я пробовала много раз, и больше я заморачиваться с этим не стану. Также вот можно аккуратненько здесь, пока под рукой у меня пинцет, который, ребят, тоже вот такие пинцеты вы можете приобрести у меня в наличии. Очень хорошие, качественные. Вообще, всякие инструменты, скальпели, они у вас должны быть. А чешуйку я снимаю для того, ну просто сейчас вот так сниму, сильно не буду ее отсюда дергать, чтобы ни корешочки не повредить, чтобы корешочкам было проще новым проклевываться сквозь эти чешуйки. Оно же получается как одеревеневшее. А вот это место я трогать не стану, потому что, видите, здесь даже сквозь чешуйку прорастает корень. Если сейчас начну трогать, то этот корень, он остановится в росте. Поэтому ни в коем случае не трогаю. Отчего, ребят, мой канал ориентирован именно на проблемные орхидеи, на лечение, на восстановление и прочее. Потому что, как вы видите, большое количество орхидей достается мне в наследство. Я их продаю, но бывает так, что болеют. И, конечно, такие орхидеи на продажу уже пойти не могут ровно до тех пор, пока они не восстановятся. Если вдруг кому-то нужно будет, я их по уценке в дальнейшем продаю.
С одной стороны, конечно, хорошо, что у меня есть такой материал, что я могу вам благодаря своим видео, благодаря своему опыту и знанию с вами поделиться. Но с другой стороны, было бы хорошо, чтобы этого не было. Если бы, конечно, орхидеи, ну, именно мои были ну, чисто домашние, да, никакие, если бы я не была продавцом, я бы покупала себе в магазинах, конечно, исключительно только здоровые орхидеи. Но здесь ситуация такая, что да, я имею больные орхидеи, и с одной стороны, пусть этот опыт, он обязательно должен быть. Показав вам и рассказав про каждую из этих орхидей, я опять в очередной раз хочу вам сказать, ребят, я настоятельно прошу вас, всегда жалейте в первую очередь только само растение. То есть ни в коем случае никогда не делайте приоритет цветению, наращиванию корневой системы. Хороший упругий твердый лист– вот залог успешного роста и здорового состояния орхидеи. А цветение, ну я вам сказала, чем это обосновывается. Либо орхидеей все хорошо, либо с орхидеей все плохо. Думаю, что данное мое видео было вам понятно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем, ребят, всего самого доброго. Всем пока.